Здравствуйте, дорогие зрители! С вами юрист Валерий Табаков. Юрист, который любит докапываться до истины, опираясь на факты и логику. Сегодня мы разберем с вами одну из самых известных идей русской истории, а именно концепцию «Москва, Третий Рим». Эта идея, родившаяся в XVI веке, до сих пор будоражит умы и используется в самых разных контекстах, от религиозных до политических. Однако, как юрист, я привык проверять любые утверждения на прочность, опираясь на доказательства. И сегодня я докажу вам, что Москва отнюдь не может считаться Третьим Римом в полном и неполном смысле этого термина. Рассмотрим эту проблему с исторической, юридической, а также социальной точек зрения, уделив особое внимание отсутствию у русских князей титулов патриций. Ведь согласитесь, какой Рим без патрициев? Приготовьтесь к подробному увлекательному разбору, который перевернет ваше представление об этой идее. Но, во всяком случае, может быть, заронит какое-то зерно сомнения. Для начала давайте разберемся, что означает «Москва, Третий Рим». Эта концепция появилась в начале XVI века благодаря монаху Филофею Псковскому. В своих посланиях к великому князю Василию III он сформулировал знаменитую фразу «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». Под Первым Римом подразумевалась Римская империя, павшая в 476 году под натиском варваров. Вторым Римом считался Константинополь, столица Византийской империи, захваченная турками в 1453 году. А Третьим Римом, по мнению Филофея, стала Москва, которая якобы унаследовала духовную и политическую миссию этих двух империй как центр истинного христианства. На первый взгляд идея звучит величественно и амбициозно. Она подчеркивает роль Москвы как защитницы православия и наследницы великой имперской традиции. Но давайте зададимся вопросом, насколько эта московская претензия обоснована. Для того, чтобы ответить, нам нужно сравнить Рим, Византию и Московскую Русь по нескольким ключевым критериям. Во-первых, социальной структуре, во-вторых, юридической традиции, в-третьих, политической системе и, наконец, роли элиты, тех самых патрициев, без которых Рим не был бы Римом. Начнем с этого последнего пункта, поскольку он лежит в основе нашего вопроса. Первый Рим. Римская империя. Римская республика, а затем и империя строились на четкой социальной иерархии. Во главе стояли патриции, аристократическое сословие, которое контролировало Сенат, занимало ключевые государственные должности и формировало элиту общества. Патриции не были просто богатыми или влиятельными людьми. Их статус был юридически закреплен, и они считались потомками основателей Рима. Даже когда республика превратилась в империю, патриции сохраняли влияние, хотя их роль со временем изменилась. Теперь посмотрим на Византию, которую называют Вторым Римом. Здесь социальная структура претерпела изменения. Патриции, как наследственная каста, исчезли.
но их место заняла новая аристократия, сенаторы, сановники и военные элиты, служившие императору. Титул «патриций» в Византии стал почетным званием, которое жаловалось за заслуги, а не обозначало принадлежность к наследственной элите. Тем не менее, Византия сохранила римскую юридическую традицию и институты, такие как Сенат, пусть и в усеченной форме. Это позволяло Константинополю претендовать на преемственность с Римом. А что мы видим в Московской Руси? Здесь не было ни патрициев, ни их аналогов в римском или византийском смысле. Русская элита состояла из князей и бояр. Князья, такие как Рюриковичи, считались потомками варяжских правителей, а бояре были служилой знатью, чье влияние зависело от близости к великому князю. Однако ни один из них не носил титула патриций или чего-то подобного. Более того, их статус не был закреплен в юридической системе, сравнимой с римской, в отличие от патрициев, чья роль в Риме была институционализирована. Русские бояре и князья зависели от личной воли правителя, а их влияние могло быть легко утрачено. Таким образом, отсутствие патрициев – это не просто формальность, это фундаментальное различие в социальной структуре. Без патрициев, как юридически и исторически значимого сословия, Москва не может претендовать на статус Рима в социальном смысле. Но это лишь один аспект. Давайте продолжим анализ, рассмотрев духовную преемственность. Сторонники идеи «Москва, Третий Рим» часто делают акцент на духовной миссии. Они утверждают, что после падения Константинополя в 1453 году Москва стала единственным оплотом православия, унаследовав роль Византии. Но насколько это соответствует действительности? Давайте разберем этот аргумент шаг за шагом. Во-первых, Византия действительно была центром православного мира. Константинопольский патриархат считался главным в православной церкви, и его авторитет признавали все православные народы. После падения Константинополя русская церковь провозгласила автокефалию в 1448 году, то есть стала независимой от Константинополя. Москва начала позиционировать себя как новый центр православия, однако эта автокефалия не была признана другими православными церквями. Константинопольский патриарх, несмотря на османский контроль, продолжал существовать и считался главой православного мира. Москва добилась учреждения собственного патриархата только в 1589 году, и то с большими трудностями, под давлением светской власти. Во-вторых, идея Третий Рим имела явную политическую подоплеку. Она появилась в период, когда Московское княжество укрепляло свою власть над русскими землями. Филофей писал свои послания в эпоху Василия III, который собирал русские земли, и Ивана IV, который вскоре принял титул царя. Эта концепция была удобным инструментом для легитимизации власти московских правителей, а не отражением реальной духовной преемственности. В-третьих,
Москва не обладала универсализмом, присущим Риму и Византии. Оба Рима претендовали на глобальное лидерство. Первый как центр империи, второй как центр христианского мира. Москва же была региональной державой, чьи амбиции ограничивались русскими землями и борьбой с соседями, такими как Великое княжество Литовское или Золотая Орда. У Москвы не было ни ресурсов, ни желания претендовать на мировое господство, как это делали Рим и Константинополь. Таким образом, духовная преемственность, на которой строится идея Третий Рим, оказывается скорее пропагандистским мифом, чем исторической реальностью. Москва провозгласила себя центром православия, но не получила международного признания в этом статусе. Перейдем к следующему аспекту юридической и политической преемственности. Как юрист я не могу обойти вопрос юридической традиции. Римская империя славилась своим правом от законов 12 таблиц до кодекса Юстиниана. Это была сложная система, регулировавшая все, от браков до налогов. Византия унаследовала и развила эту традицию, создав корпус римского права, который стал основой ее государственности. А что мы видим в Московской Руси? Здесь не было ничего подобного. Во-первых, русское право основывалось на местных обычаях, таких как русская правда Ярослава Мудрого. Даже судебник 1497 года, принятый при Иване III, не имеет ничего общего с римским или византийским правом. Это были локальные нормы, далекие от универсальной юридической системы Рима. Во-вторых, политическая система Москвы резко отличалась от римской и византийской. Рим и Византия были централизованными империями с развитыми институтами, сенатом, магистратурами, бюрократией. В Москве власть держалась на личной лояльности бояр и князей. Боярская дума, хотя и выполняла совещательные функции, не была аналогом римского сената. Она не имела юридически закрепленных полномочий и зависела от воли великого князя. В-третьих, византийские императоры считались преемниками римских цезарей, и их власть имела сакральный характер. Московские князья, приняв титул «царь» от латинского «цезарь», пытались подражать этой традиции, но их власть была менее институционализированной и больше зависела от личной харизмы и силы. Без римского права, без сената, без патрициев Москва не могла претендовать на статус Третьего Рима в юридическом или политическом смысле. Чтобы окончательно показать, почему Москва не может быть Третьим Римом, давайте обратимся к византийскому примеру, который иллюстрирует, как церковь и государство взаимодействовали в настоящем Риме, в Византии. Рассмотрим случай императора Ираклия 610-641 годы и его брака с племянницей Мартиной. Ираклий женился на Мартине около 613 года, после смерти своей первой жены Евдокии. Этот брак вызвал бурю негодования, так как близкородственные союзы считались кровосмесительными и запрещались церковными канонами, основанными на Левит 18:6-18.
и решениях соборов. Патриарх Сергий I, глава Константинопольской церкви, публично осудил этот брак и отказался его благословить, как сообщают хроники Феофана Исповедника и патриарха Никифора. Нет убедительных доказательств, что Сергий лично венчал Ираклия и Мартину. Если венчание и произошло, оно скорее было навязано волей императора, который как автократор мог игнорировать церковное сопротивление. После смерти Ираклия в 641 году его сыновья от Мартины, включая Ираклона, столкнулись с проблемой легитимности. Византийская элита и народ не признавали их полноправными наследниками, отчасти из-за осуждения их матери церковью. В результате восстания, поддержанного Сенатом и армией, Мартина и Ираклон были свергнуты. Мартине отрезали язык, а Ираклону нос, чтобы лишить их возможности претендовать на трон. Другие сыновья, такие как Давид или Августин, также были устранены. Их либо изгнали, либо, возможно, убили. Однако утверждение, что церковь благословила их удушение в тюрьме, не подтверждается основными источниками. Скорее, церковь молчаливо поддержала свержение, так как не считала династию Мартины легитимной. Этот период показывает, как в Византии церковь могла влиять на политику, опираясь на каноны и римскую юридическую традицию. В Московской Руси ничего подобного не было. Русская церковь, хотя и играла важную роль, была подчинена светской власти. Например, при Иване IV митрополит Филипп Колычев, осудивший опричнину, был низложен и убит. В Византии церковь имела больше автономии, а в Москве она была инструментом государства. Этот контраст подчеркивает, что Москва не унаследовала византийскую модель, а значит, не может быть Третьим Римом. Подведем итоги нашего анализа. Чтобы претендовать на статус Третьего Рима, Москва должна была унаследовать ключевые черты Рима и Византии, но этого не произошло. Позвольте перечислить основные доводы, связывая их воедино. Во-первых, отсутствие патриции. В Риме патриции были основой социальной и политической системы. В Византии их заменила новая элита, но с сохранением римских традиций. В Москве не было ни патрициев, ни их аналогов с юридически закрепленным статусом. Бояре и князья зависели от воли правителя, а не от институционализированной системы. Во-вторых, юридический разрыв. Рим и Византия опирались на римское право, которое регулировало все аспекты жизни. Московская Русь использовала обычное право, такое как русская правда, не имевшее связи с римской традицией. В-третьих, политическая система. Рим и Византия были централизованными империями с развитыми институтами. Москва же была феодальным государством, где власть зависела от личности правителя и лояльности элиты. В-четвертых, духовная преемственность. Москва провозгласила себя центром православия, но не получила признания от других православных церквей. Ее патриархат появился только в 1589 году, и то под давлением. Наконец, региональный характер. Москва
не претендовала на универсальную власть, как Рим или Византия. Ее амбиции ограничивались русскими землями и борьбой с соседями. Идея «Москва, Третий Рим» была гениальным пропагандистским ходом, который укреплял власть московских князей и царей, но она не выдерживает проверки фактами. Москва не унаследовала ни социальной, ни юридической, ни политической традиции Рима или Византии. Она создала собственную, уникальную модель, которая, безусловно, достойна учета, но не является сама по себе продолжением римской идеи. Друзья, мы с вами разобрали концепцию «Москва, Третий Рим» с разных сторон: исторической, юридической, социальной. Мы видели, что отсутствие патрициев, римского права и универсальной имперской идеи делает эту концепцию скорее красивым мифом, чем реальностью. Москва – это не Третий Рим, а уникальное государство со своей историей и традициями. И в этом ее особенность. Если вам понравился этот разбор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что вы думаете об идее Третий Рим. Хотите, чтобы я углубился в другие исторические мифы или сравнил Москву с другими империями? Пишите свои идеи. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!